В этих коробках Nike Air Zoom Pegasus 38. Одна из них классическая модель, вторая с технологией Fly Easy. Я покажу анбоксинг обеих пар, расскажу о нововведениях, о особенностях каждой, а также отвечу на самый главный вопрос. Nike Air Zoom Pegasus 38 – это лучшие кроссовки для повседневного бега или нет? После этого обзора у тебя точно не останется вопросов. А чтобы не ошибаться в своем выборе при покупке новых кроссовок, подписывайся на мой канал. Тогда ты будешь в курсе всех новинок и подробных разборов, как обычных, так и редких и даже люксовых кроссовок. И обязательно ставь лайк, если тебе нравятся мои обзоры. Кстати, Nike Pegasus 38 относится к сегменту самых доступных премиальных беговых кроссовок и стоит 10 тысяч рублей. Но не буду забегать вперед, давай по порядку. Модель Pegasus Nike представили 38 лет назад. Это была спортивная обувь для всех бегунов в мире. Подобно мифическому Пегасу, в честь которого была названа модель, почти половину кроссовка занимала воздушная подошва. Такой дизайн должен был передать ритм, скорость и ощущение полета. Эта модель претерпела значительные изменения в дизайне и технологичности, но все это время она оставалась верна себе в своем стремлении поддержать страсть к спорту у обычных бегунов-любителей и бегунов-профессионалов. И теперь, чтобы понять, о чем идет речь, перейдем к распаковке. Пришли вот в такой коробке из Нидерландов. Move to Zero на коробке – это напоминание о том, что Nike стремятся минимизировать воздействие своего производства на окружающую среду. Дальше идет оранжевый бокс. Тут все как обычно. Название, цвет, размерная сетка. Страна-производитель – Вьетнам. А вот и сами кроссовки. Если ты не знаком с линейкой Пегасов, то в первую очередь в глаза бросается интересный силуэт задранной и при этом зауженной подошвой на пятке. Эти кроссовки имеют текстильный верх, и в моем случае с двумя базовыми цветами – черным и белым. Так вот, черный верх имеет технологию, как ее называют, сэндвич mesh, то есть верх сделан из двух материалов сетки. Наружная, та, что мы видим, и внутренняя, более эластичная. То есть здесь два слоя сетки, один поверх другого. По сравнению с предыдущей моделью, здесь язычок длиннее и более плюшевый. Амортизация нового язычка намного удобнее для ноги и не впивается в ногу при беге, как это было с тонкими краями у 37-х. И благодаря тому, что он пришит, во время бега он не скользит и не смещается. Мягкий язычок также перемещает ступню дальше назад, к пяточной чаше. Так что пятка надежно зафиксирована и не соскальзывает, как это было в 37-х. На язычке расположена ленточка с названием модели. Дальше мы видим непривычную систему шнуровки с фиолетово-бирюзовыми нейлоновыми лямками. Благодаря тому, что эти петли прикреплены к системе ремней средней части, когда вы затягиваете шнурки, стягивается не просто верхняя половина, а тянется вся средняя часть стопы, благодаря чему я испытываю более плотную посадку, особенно когда я хочу надежно зафиксировать кроссовки. Кстати, контрастная бирюзовая прострочка чуть ниже реализована, как в парах от Off-White. В плане дизайна здесь цветовые акценты расставлены хорошо и гармонично. Поверх расположен серебристый контур Nike. В пяточной части с двух сторон стоят дополнительные пластины для фиксации и поддержки. Ребристая межподошва Nike React легкая, упругая и прочная. В носке помещен Air Zoom, который придает больше отскока каждому шагу. Подошва – это классическая износостойкая подошва Pegasus. Она имеет фирменные вафельные проушины на основной части и перила на боковой стороне подошвы и является одной из самых прочных среди всех повседневных кроссовок. Как отмечают люди, пробежавшие в них более 100 километров, видимых следов износа на подошве практически нет. Открытые канавки на подошве для того, чтобы было больше гибкости, то есть чтобы ступня имела более естественное движение во время бега. Под пяткой находится глубокая полость, которая снижает вес, добавляет стабильности и делает пятку более мягкой, потому что пена под пяткой может сжиматься вниз.
На подошве есть маленькие крапинки. Это говорит о том, что здесь использована технология Nike-Grind. Это использование постиндустриальных переработанных материалов, то есть отходов на найковских заводах. Эластичная стелька также состоит из переработанных материалов. По сравнению с предыдущей моделью изменений не так много, поэтому Pegasus 38 можно назвать работой над ошибками. По сути, 2021 год — это такой промежуточный год для линейки Pegasus. Первое. В 37-х был слишком узкий носок. Здесь это исправили, и теперь здесь гораздо больше места для пальцев, как в ширину, так и в длину. Второе. Сэндвич-сетка и система лямок в средней части стопы. Третье. В 37-х был плоский язычок. Здесь его сделали более плюшевым. И, наконец, четвертое. Теперь исправлена проблема с проскальзыванием пятки. Пятка теперь плотно зафиксирована и имеет более высокий воротник на щиколотке. Теперь перейдем к распаковке Nike Air Zoom Pegasus 38 Fly Easy. Итак, по доставке и упаковке все идентично. Какие мы видим различия? Для начала я объясню, что означает Fly Easy. Это кроссовки, которые можно легко и быстро надеть без помощи рук. Соответственно, мы видим иную систему шнуровки. С внутренней стороны имеется застежка с небольшой площадкой для фиксации ремешка. С другой стороны, это липучка с достаточно большой площадью ее базы. Место, куда можно ее прилепить, соответственно, она отвечает за силу затягивания шнуровки. Как можно увидеть, шнурки здесь более тонкие, но мягкий язычок сглаживает их давление, и никакого дискомфорта при беге это не доставляет. На язычке надпись Nike Air Zoom Pegasus 38 Fly Easy. Также здесь дополнительно прорезинена носовая часть. Больше никаких визуальных отличий от классической модели нет. Любопытный факт.
это первые не баскетбольные кроссовки с технологией FlyEasy. Как вы уже поняли, вся разница между Pegasus 38 и Pegasus 38 FlyEasy исключительно в системе шнуровки. Напомню, Nike FlyEasy — это кроссовки, которые можно легко и быстро надеть без помощи рук. И это напомнило мне одну ситуацию. Легким движением руки брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. Протестировав данную технологию, я столкнулся с трудностями даже при обувании с помощью двух рук. Во-первых, верхушку нужно держать второй рукой. Во-вторых, постоянно в замке заедает подкладка. В-третьих, так как замок тугой, у меня ощущение, что я его быстрее оторву, чем сдвину с места. А теперь давайте представим, чем нужно застегиваться легко и быстро, без помощи рук. Допустим, первый кроссовок можно постараться, ломая пальцы ног, застегнуть замок или оторвать и прилепить застежку. Окей, но чем застегнуть второй кроссовок? Да даже просто поправить подклад. Свои варианты оставляйте в комментарии. Лучшие ответы я соберу и отправлю на почту Nike. Поможем им развить фантазию. Ну и технологию FlyEasy. Да. В плане ощущений от бега они абсолютно не отличаются от классической модели. Раз я заговорил о беге, то пора рассказать о своих ощущениях в Pegasus 38. Это кроссовки с нейтральной пронацией. Кстати, что такое пронация и какие типы бывают, более подробно я рассказал в видео, которое ты найдешь по подсказке сверху. Первое, что вы почувствуете, это ощущение бега на подушках. Они очень удобны для ног, хорошо смягчают удар ноги о землю. Глядя на некоторое свободное пространство в носке, я задумался, а не будет ли нога скользить и достаточно ли здесь фиксации. Так вот, бег показал, что нога не скользит, с этим здесь все хорошо. Технология Air Zoom под передней частью стопы создает немного твердое ощущение и дает немного дополнительной пружины. Подошва хорошо держится на мокром асфальте, на тропах и утрамбованном гравии. Что не понравилось, так это задняя часть стопы под пяткой. Она оказалась слишком мягкой, и ты в нее просто проваливаешься. Теперь пора подвести итог. Pegasus 38 больше подходит для длительных пробежек в комфортном расслабленном темпе, чем для более коротких и быстрых пробежек из-за слишком сильной мягкости, которая не давала бы мне контроля, который я привык ощущать. Но если ты ищешь ощущение наподобие бега на подушках, то ты найдешь его здесь. Новая сэндвич-сетка обеспечивает более мягкие ощущения во время бега, но она плотная и не очень воздухопроницаемая. С одной стороны, это плюс для износостойкости, с другой, в них достаточно жарко. В целом, Pegasus 38 – это хорошее соотношение цены-качества. Она не пытается быть лучшей в каком-либо сегменте. Это просто базовая рабочая лошадка для повседневного бега, которая пытается быть универсальной. Она больше для комфорта и легких пробежек, чем для действительно скоростных тренировок. Это также отличный вариант для начинающих бегунов, которые хотят купить только одну пару обуви, которая имеет удобную посадку и прослужит очень долго. Модель можно смело брать размер в размер. Pegasus 38 можно выбрать за надежность, универсальность и долговечность. По ощущениям, это действительно хорошо сделанные кроссовки с большим количеством резиновой подошвы, которая легко может преодолеть более 1000 километров. Теперь кратко плюсы и минусы. Удобный верх с отличной фиксацией, высокий уровень амортизации, впечатляющее качество сборки и отличное соотношение цены-качества. Минусы. Вес. 10 US весит 310 грамм. Толстый двухслойный верх, который достаточно жаркий. Минимальный возврат энергии и слишком мягкая пятка. Благо мы живем в золотой век кроссовок, и есть много других фантастических кроссовок на каждый день, которые более универсальны и предлагают лучший возврат энергии, чем Pegasus 38. Например, Hoka One One Match 4 и лучшая универсальная модель, на мой взгляд, Puma Nitro Velocity, которая легче, комфортнее и с очень цепкой подошвой Puma Grip. Плюс есть модели с технологией Puma Cool Adapt, которая сохраняет прохладу и комфорт во время пробежки.
Какую беговую обувь используешь ты? Ответ пиши в комментариях и ставь лайк, если ты узнал из этого обзора все, что ты хотел узнать. А с тобой был Адамов. Пока-пока.